молодым человеком С молодым человеком? пришли в Икею. В Икею. Вот такая штучка. Мне кажется, это можно использовать как шар. Вот так вот. Очень красиво. Это чек на 300 евро. Ну, 300 евро это включая еду, и это включая скидку IKEA Family. И давайте я покажу, что мы купили. И это очень классные вещи, это и новогодние, и просто штучки для дома, потому что мы все-таки недавно переехали, и у нас тут совершенно нет ничего новогоднего, все осталось в Ереване, поэтому давайте начнем. Это такая штучка на вершинку елки. Я увидела ее еще в Инстаграме. Икея, просто влюбилась. Это просто гениально и шикарно, она супер легкая. Дальше у нас новогодние шарики, точнее бублики. Мне очень нравится их такой пухленький дизайн, и у них очень красивые цвета. Я вообще думала, что это коллаборация с Густавом Весманом, но оказалось, что это другая дизайнерка делала, но это по-прежнему очень-очень здорово. Их 6 штучек. Полотенчики очень из классного материала, всегда полезно. Поставлю первую сумку себе на коленочки. Зимнее постельное белье, оно супер увесистое. Это, мне кажется, какой-то флис или что-то типа того, как раз для холодной европейской зимы. Очень классный и очень тяжеленький. Думаю, что в ближайшие дни постелим. Микро ковшичек, чтобы можно было сварить яйцо или что-то такое маленькое, потому что у нас тут есть только 2 довольно большие кастрюли, и мы давно думали о такой покупке. Батарейки заряжаемые. Следующий пакет. Опять же, для холодной европейской зимы по утрам довольно холодно сидеть на стульчиках. Вот мы купили подпопную подушку. Очень классненькая, такая в модную сейчас точечку. Простынка Икея, конечно же, с резинкой белого классического цвета. Очень-очень-очень красивые столовые приборы, такие цветные. Тут желтый, зеленый, темно-зеленый и розовый. Это прям набор на 4 персон. Очень классно. Я думала, нужны они мне или нет. Наши приборы, которые я покупала в Ереване, красивые, пришли в негодность, все развалились. И я очень надеюсь на вот этих ребят. Очень классные. Салфеточки в шашечку для новогоднего стола. Очень красивые. Праздничный шоколад. Пойдет, скорее всего, в подарки. Сушеный лук. Мы зашли сегодня перед шопингом поесть хот-догов, и там все было посыпано таким луком. И мы такие, нам надо, очень вкусно. Так, это я нашла в скидочном отделе, хотя это новогодняя коллекция, но почему-то оно уже лежит в Last Chance или типа того. Стоило всего 5,99 вместо 10. Это вот такой красивый керамический снеговичок. Это очень красиво. Вот такая вот шапочка. Ну, это просто мое любимое сочетание цветов. Ну, вы посмотрите. Это и для печенек, и для конфеток. Ну, какой он красивый. Еще и со скидкой. Было написано, что это вещь с нюансом. Нюансов я здесь не вижу. Вижу только просто роскошество. Очень красивый, очень минималистичный, все как я люблю. Просто супер. Будет стоять у меня на видном месте. Свечка яблочко. Я такое покупала в прошлом году, и оно, по-моему, осталось в Ереване. Я кому-то подарила. Пахнет великолепно, и мне очень нравится сам этот кейс. Очень классный. Я прям увидела и такая, блин, как у меня было. Как раз снимала ее в своем обзоре на Икею. Мне кажется, в прошлом году, когда мы ездили первый раз в Анклет и Биарриц, когда еще только думали сюда переезжать. Самая большая и последняя сумка. Постараюсь все сделать аккуратно. Набор ярких красивых полотенчиков, скорее всего, тоже пойдут в подарки. Звездочка 1, звездочка чуть-чуть другой формы 2 и звездочка 3. Увидела очень красивые варианты на Pinterest. И вот мы купили всего понемножку, плюс у нас еще есть одна своя. И нужно будет обязательно купить лампочки на Амазоне, которые включаются пультиком, чтобы не тянуть никаких проводов. Набор подарочных пакетов. Сюда мы с Гришей будем складывать наши адвент-подарки. Мы с 10 декабря начнем их дарить, потому что у нас задерживаются доставки. И вот такие красивые пакетики, в них можно будет все складывать. Базовая гирлянда, потому что, опять же, у нас здесь совершенно ничего нет.
Обычная базовая терка, набор упаковочной бумаги, очень красивая, с моими любимыми цветами, розовый и зеленый сочетание, очень красивые принты. У нас интерьер преимущественно красный, и зеленый и розовый будет очень красиво сочетаться. Я изначально хотела купить наволочку прям новогоднюю, но это буквально создано, чтобы быть в сочетании с нашим ковром. Он у нас тоже в такую цветную шашечку, и она просто идеальна для нашего дивана. Много маленьких еловых свечек в подарки. Пахнут, кстати, реально елкой, очень вкусно. Набор для запекания, формы для запекания, очень классные. Тоже мы очень давно хотели купить. Искали что-то симпатичное и глубокое, чтобы делать всякие пироги и запеканки, потому что у нас тут из формы только лист, который непосредственно от духовки. И вот нашли таких красавчиков. Тут один цвет такой терракотовый, очень красивый. Мега-гига форма для гостей, чтобы делать что-то на большую компанию. Она такого очень красивого молочного цвета, и оно все такое очень добротненькое, тяжеленькое. Мне кажется, мы наконец-то потихоньку начинаем осознавать, что мы реально переехали, и все это с нами останется. Не нужно думать о том, что вот, там надо будет продавать при переезде. Теперь все можно покупать нормальное, классное, но с нами останется. Опять же, в подарки микрогномик. Это я распаковывать не буду, но это брат моего снеговичка. Это тут такая свечка, очень красивая. Я вставлю фоточку, как это выглядит. Очень классный дизайн, и тоже планируем оставить на подарки. Лампочки. Тоже вот такой красивый набор, и тоже он идет на подарки. Тут очень красивые стеклянные игрушки. Я бы себе сама такую купила, но сегодня кошка буквально свалила елку, поэтому вариант не для нас. Еще пару свечечек с запахом елки. Так, и последние вещички. Это такое большое банное полосатое полотенце. У нас есть его мини-версия для рук, и вот я наконец-то созрела, чтобы купить большое. И последнее, но не по значению, это, наверное, одна из самых полезных покупок. Это лампа в нашу спальню. Супер давно нету настольной лампы. Там была только хозяйская, она была жутко уродливая, и нам с Гришей очень сильно она не нравилась. И мы ее убрали, и сейчас сидим буквально в темноте, и вот мы созрели на эту красотку. Я думаю, что я соберу и приложу фотографии, потому что здесь мне явно понадобится помощь Гриши. Но поверьте, она просто супер красивая, супер яркая, вот прямо вот такого ярко-красного цвета. Вот сколько всего мы купили. Это просто обалдеть. Сейчас после видео начну все это равномерно распределять по квартире. И это самое приятное ощущение, наверное, из всех, которые бывают. Очень много чего полезного, очень много подарков, очень много просто всяких красивых штук. Напишите, стоит ли это таких денег, чтобы купили себе, а чтобы наоборот не стали покупать. Всем пока!